маленько ветер поднял. Всем привет, дорогие друзья. Что-то я, однако, повадился в последнее время делать сборные видосы. И две части того видео, которое вы сейчас увидите, уже... вот сюда надо смотреть, да. Вот, все, увидел. Они уже готовы, но первой, самой важной, еще нет. И вот сейчас я ее хочу записать. Ну, во-первых, конечно, пламенный привет из Сибири. У нас все хорошо. 20 градусов с ветерком, это все равно что тридцатчик. Ну, нормально. Главное, я хотел бы вас всех заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылки на канал, на магазин Вячеслава Конного. Это нашего русского мастера, который сам своими руками делает опасные бритвы. К сожалению, то, что происходит у нас сейчас и в экономике, вообще в нашей жизни, некоторые компании, некоторых людей, некоторых мастеровых, ну, где-то подкосило, где-то выбило из колеи. К сожалению, чаша сия не минула и Вячеслава, одного из наших. Он сейчас распродает все свои опасные бритвы, все, которые есть в магазине, по совершенно смешной цене. Там какие-то копейки, там он, ну, где в половину, где в больше, где в меньше подбрасывал цену. Все, кому это интересно, будь ласка, зайдите, пожалуйста, посмотрите. Если вам не нужна опаска, ну, по той цене, что он сейчас продает, вы ее можете взять просто впрок на будущее. Глядишь, со временем надумаете и будете ей бриться. Если вам это интересно, тем более зайдите, посмотрите, потому что у Вячеслава там полно всего, начиная от простых углеродистых сталей и заканчивая дамасскими. То есть там есть всего много. Ну и плюс ко всему, конечно же, поддержите Вячеслава, кто в состоянии. Кто нет, ну, может быть, зайдете на его канал, просто скажете слово доброе, уже хорошо, уже здорово. Ну вот, а теперь продолжаем смотреть еще оставшиеся две части. Это новости, ну и по концовочке, чтобы вам грустно не было, я приготовил для вас интересную распаковку. Ну все, пока-пока. А я и не готов. Я вообще сегодня не планировал ничего делать. Но с утра пришел Евгений и говорит: Викторович, я завтра за тобой заеду, говорит, и мы с тобой как дунем. И на весь день, судя по всему. Завтра поедем смотреть на одного гончара. Очень увлеченный человек, можно сказать, даже счастливый. В том плане, что любит гончарное дело. Если он сможет сделать то, что мы хотим, если он сможет сделать это так, как нам надо, ну, естественно, с его спецификой, то, возможно, новые чаши будут. Ну, посмотрим, загадывать пока не будем. Раз уж вот в эту сторону окунулись, хотел бы вам напомнить, если кто забыл, а если кто не знал, хочу сказать, что и в ВК, и в Наганзе, и где только нет, есть разделы Мони, кожа от Мони. Раньше у него было много всяких вещей, но сейчас он сократился только до кожи. Почему я об этом говорю? Потому что каждый раз, когда утром я просыпаюсь, иду просыпаться, там глаз продрать, там зубы почистить, то все, чашечку кофе себе намешал, ну и так, сажусь с трубочкой, да. Ну и так ВК открываю, там постоянно кожа от Мони, кожа от Мони, кожа от Мони. Я уже привык. И стал, знаете, что замечать? Там такая радушная атмосфера. Я даже раньше не догадывался, что стольким людям может кожа понадобиться. А она нужна. Берут люди, которые к коже даже вообще никакого отношения не имеют. Там столько всяких разных вариантов, там столько разных кож. И они берут и себе что-то делают. Кто футляры для очков, кто какие-то портмоне, кто какие-то ремешки, браслетики, кто-то еще что-то. Вот есть люди, которые, оказывается, вот, работая с кожей, они отдыхают. Я видел там одного хирурга. Он хирург, но он берет такую Мони кожу, потому что он знает, что там хорошая кожа, и сам себе что-то свободное от работы время релаксирует, что-то там шьет. Я тоже мечтаю. Мечтаю об обложке для паспорта из кожи, потому что моя уже прохудилась. Но сам я ни времени, ни умения, я на это никак выделить не смогу. Ну, так что я продолжаю мечтать. Но про Моню я могу сказать только хорошее. Еще бытность того, тогда, когда я у него покупал что-то, всегда его отношение импонировало, потому что он открытый человек, открытый, радушный.
И с такими людьми легко общаться, с такими людьми приятно общаться. И даже вот в последнее время, когда я даже брать у него ничего не стал, потому что он не продавал, а мне нужен был карбид кремния. Он говорит: Вадим, я с этим завязал, вот на тебе, держи. И вот мне там целую гору отослал. Урмасу в Латвию я вот уже отложил. Кто-то один из вас уже обращался за карбидом кремния, я ему тоже отослал. И там все еще осталось. Если кому-то надо, ребята, говорите, пожалуйста. Или отдельно отправлю, ну, естественно, за ваш счет. Или если вы же, допустим, в эликсире что-то берете, ну, в нашем магазине Home Light Shaving, вместе с посылкой отошлю. Так что карбид кремния еще есть. Но ссылку на Моню я оставлю в описании под видео, ребята, зайдите. Даже если вам кожа не нужна, все равно зайдите, потому что там хорошо, там тепло, там уютно, там кожей пахнет, там вообще здорово. Моня молодец, молодец. Основная причина, почему я вас сегодня собрал, это так, красной линией хоть какую-то информацию дать по готовности станков. Ребята, сам прекрасно понимаю, что всевозможные, и можно, и не можно, и всякие сроки мы уже профукали, потому что каждый раз смешивается что-то, что-то, что-то. Я и сейчас сроков называть-то не хочу, потому что я вам сейчас вот скажу срок, да, а хлобысь мне вот завтра Володя позвонит, скажет, говорит: Викторович, ты извини, я в больничку лег. И что мне делать? И все, жди, сиди ровно на попе, пока Володя из больнички выйдет. Поэтому все, что я скажу сегодня, это приблизительно. Мы от всей души будем стараться, чтобы это было вот прям по тем срокам, что мы предполагаем. Но если уж что-то не получится, но это только по независимым от нас причинам. Но я надеюсь, что все будет хорошо, все будет нормально, потому что накануне 23 февраля. А к 23 февраля мы хотим уже успеть выпустить, ну, если уж не всю, то большую часть тайги. Это, во-первых, весь Титан. Титан, напоминаю, будет в специальных коробочках, в деревянных. И среди там 53 штуки, по-моему, или 52 штуки, сейчас точно не скажу, но больше, чем 50 получилось. Там производство сколько сделало, столько сделало, мы забрали. Так вот, будет 5 штук, всего 5 с каменями. Там фианиты, там все дела. Не, никаких брюликов, ребят, не. Там все скромненько, там искусственные, не натуральные, искусственные, но драгоценные камни. Делаю это специально, потому что одно такое пожелание один человек уже изъявил. Он не наш, он американец, и он черный. Негр по-нашему. Камнями будет! Два, мне заверните. Ну, любят ребята блестяще, что вы хотите. Это нормально. И будем это делать специально для того, чтобы, ну, просто понять, а на прука людям вообще, может, это надо, не надо. Дело даже не в том, что бритва и драгоценности это разное, не надо украшать бритву. Это да, вполне себе закономерная точка зрения, и я ее уважаю. Но вы не забывайте, все те предметы, которые у нас постоянно в обиходе, которыми мы пользуемся, которые мы любим, мы их украшаем. Это рукоятки для ножей, это приклады для наших оружий. Ну и так продолжать можно долго. Там вот кто-то там машину свою украшает по-всякому. Ну, сами понимаете. То есть вот 5 штук таких будет. Это вдруг кому-то что-то интересно. Естественно, они будут несколько подороже, чем все остальные. Так вот, и вместе с этим к 23 февраля мы планируем, что мы успеем запустить хотя бы часть колибри. Потому что колибри уже завтра-послезавтра будет закончено, осталось сделать только гравировку. А для того, чтобы гравировку сделать, мы уже приобрели лазерный аппарат, сами будем делать, чтобы не ходить никому не кланяться, и чтобы не ждать, что ты пришел, а там, очередь, сиди неделю жди, я заболел, у меня, и пошло, нафиг. У самих будет стоять, сами будем делать, уже попробовали, нам нравится. Ну и чтобы так вот, как я сейчас сказал, не в очередь и не кланяться, мы нашли очень хорошего человека, который умеет работать с металлом, у которого руки не жжё, и который, ну, я не побоюсь этого слова, он полирует металл даже лучше, чем Володя ювелир. Лучше. Реально лучше. Ну, это я знаю. Вы вот получите на руки, сами посмотрите. Это не с этой тайгой, это вот тайгу еще все Володя делает. Это с будущей. Ну и все остальное. Там парни спрашивали за старт. Старт, я думаю, появится, ну, наверное, уже где-то в марте. Про старт 2 спрашивали. Ребята, он будет, но когда будет, я пока сказать не могу. Это все в работе. А когда еще производство не налажено, это все не быстро, поэтому, ну, сами понимаете, это может быть и месяц, может быть и полгода. То есть тут хз. Тут вот пока все в работе, сказать ничего не могу. И последнее, что у меня осталось тут, это Байкал. Байкал, да, будет.
одну из них, плиту, там некоторые изменения все-таки будут. Кто видео не услышал или не заметил, я повторю. Раньше Байкал был 3.4, 6.7. Сейчас я решил его усовершенствовать, и будет 3, 7 и 5, 9. Специально убрал большую сторону, потому что он бреет не так, как Роквелл. Он мне больше нравится, как бреет. У него больше стати, у него больше породистости какой-то. Кто-то будет смеяться, смейтесь, ребята, на здоровье. Но, на мой взгляд, все-таки Байкал превзошел Роквелла. Превзошел. Да, делалось с Роквелла, да, идея была использована его, но все-таки вот благодаря тому, что вот Дмитрий все очертил и внес какую-то свою плаху, делали не от фонаря, делали от души. Ну, нет какого-то специального образования, просто хотели, чтобы было хорошо. И хорошо получилось, вот так. Знаете, дуракам везет, там, новеньким в картам или еще что-то. Ну, вот считайте, нам, дуракам, повезло. То есть, вот, бритва получилась замечательно. Я говорю, что мы не будем ее делать, но вы меня уже, нет, не достали, убедили, что надо ее сделать. Поэтому сейчас будет 3, 5, 7, 9. И вот 9-ю плиту я вот сейчас вот закончу с вами разговаривать и пойду уже испытывать. Но видео, вероятно, вы чуточку позже просто увидите. Вот это вам хотел сказать. Ну и сейчас у нас новый товарищ пришел в Инстаграм. Товарища зовут Регина. Это молоденькая, хорошенькая, симпатичная девушка, татарочка. И для кого это важно? Для меня важно, у меня жена татарка, вы понимаете. И она говорит, Вадим, будешь видео писать? Ты, говорит, пацанам там скажи, пускай там в Инстаграм заходят, там по-свойски записываются. Короче, ссылка будет под описанием под видео, как обычно. Кому интересно, сходите. Ну, хватит силы воли подписаться, подпишитесь. Если это слишком для вас и многого требую, ну, ребят, ну, хотя бы зайдите, там, одним глазиком позырить, там, посмотреть. С вас что-нибудь будет, там, минутку потратить. Ну, сделайте, девчонки, приятно, в конце концов. На этом, пожалуй, что и все. Я пошел, наверное, бриться. Еще одно хотел сказать. Но это, наверное, будет все-таки рано. Давайте оставим на потом. Сразу все тоже неинтересно. Надо же какие-то все-таки вкусности на потом приберечь. Все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и перемелится мука будет. Надо просто идти и делать. Возьмите себе за правило. Простая истина. Она очень простая, но, к сожалению, большинство людей ее до старости не понимают. Если вы видите перед собой человека, который что-то, что должен был сделать, не сделал, а говорит, я это не сделал, потому что, не слушайте этого человека. Он врет. Он просто ленивый, он просто не хочет, он просто отнекивается. Потому что когда человек знает, что это на самом деле надо сделать, и он хочет, он не придумывает вот это вот. Он просто придумывает, как это сделать, и берет и делает. Так вот, если столкнетесь с таким человеком, ну или постарайтесь до него эту истину донести, или просто разворачивайтесь, уходите, толку с него не будет. У нас вот сейчас по работе время от времени такие варианты выскакивают. Я раньше с дуру тратил время, как-то убеждал, там, ну как, ну ты что, ну ты же обещал, там, ну вот люди там, а я вот, а что я, как быть? Нахер. Плюнули, лучше пошли сами, сделали, да и все. Так оно быстрее, и так оно надежнее. Ну все, теперь точно. Пока-пока, подписывайтесь на канал и добра вам, счастья, радости, полные штаны, полную хату, полное шоу у вас там есть. Вот так вот, Nike, все ваше. Берегите для своих жен, для своих детей, для своих кошек, собак. Для чего там? Для своих родителей, для всего, что у вас есть, чем вы дорожите, что цените. Пускай будет для этого. Все, пока-пока. Так. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Распаковка. Пришла вот такая вот здоровая, и не было у меня уверенности, что это, что это. Возможно, это связано с содержанием канала, возможно, и по бритью что-то есть. Поэтому на всякий случай решил заснять. Но раз такая здоровая, решил вот такую красоту в руки взять. Ну и хоба! Оказалось, что да, это действительно с содержанием канала. Если не интересно, то видосу конец. Если интересно, ну давайте уже до конца распечатай, посмотрим, что там пришло такое. Ба-бам!
Тут получается, ребята, дикая помесь. Тут и для канала, тут и для работы. Короче, тут вот все как вот насобирал с Алиэкспресс, так оно все вместе и пришло. Ну, давайте, наверное, мелочевку сразу откинем, чтобы потом удобно было большое посмотреть. Первое, я очень сильно подозреваю, что это фреза на 25 миллиметров. Да, это она и есть. По отзывам нашел это замечательное изделие и заказал там, потому что 25 миллиметров это то, что нам нужно, когда по мазке будем делать. У нас монетка как раз вот на этот диаметр, и очень удобно было бы вот он подрихтовывать, там подправлять, если что-то вот, ну, прям вот хорошая штука. Ну и компания сама по себе, по отзывам, вроде там не из последних, у нее репа под 98-99, по-моему, ну вполне себе приличная. Ну и народ, наш российский народ очень хорошо отзывался об этой компании, поэтому я ее и взял. Тут же, ну это для канала, тут же и вот такие вот понжики интересные. Ну, не совсем понжики, конечно, давайте я вам покрупнее покажу. Это для дремеля. Тут ситуация такая, хлопцы. С учетом того, что вот у Володи не все так гладко да сладко, как хотелось бы, а работать надо, мы сейчас нашли своего очень хорошего полировщика, прикупили ему оборудование, поставили там станки всякие необходимые. И плюс ко всему я сейчас вот собираю вот такие вот пробные варианты для того, чтобы он заканчивал финиш. Скажу честно, пока нравится больше, чем у ювелира. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, наверное, вот почему я все это взял, потому что я заказал в 3 разных фирмах у нас в Российской Федерации вот подобного рода вещи, расходники. И к своему сожалению и удивлению обнаружил, что несмотря на то, что я купил все это в России, они все китайского производства. Поэтому я подумал, да на кой мне это надо, господи, ну китайское покупать в России. Я проще китайское сам напрямую в Китае куплю. И вот тоже долго, тщательно отбирал, наверное, несколько дней по соотношению цена, качество, отзывы. Вот нашел такую компанию, у них вот взял вот такие вот вещи на пробу. Если будет норм, ну что, значит там будем эти расходники и брать. И от всей души надеюсь, что начиная вот со следующих партий, скажу каких, сейчас пока еще тут пересменка идет, часть Володя делает, часть Алексей делает, у нас полировка должна измениться кардинально. Да, я думаю, вы сами это увидите. Это по работе или... это да, это по работе. Алексей не пальцем деланный, Алексей взрослый парень, старой закалки, и поэтому ему не надо бегать и кричать, а где это, а где то, а дай мне это, а дай то. Вот у него все насадки для дремеля, которые есть, у него нет такой вот подставки. Он взял просто картонку, там тын-тын-тын-тын, мне ее понатыкал, я так раз посмотрел, два посмотрел, ну не гоже так вот организовывать рабочее пространство, и поэтому тоже заказал вот такую вот штуку. Да, она небольшая, но вполне себе, и тех 3-4 картонок, которые сейчас вот у него там есть, она спокойно их заменит, и можно будет всякие насадки ставить сюда. Ну а теперь мы подошли к толике малой, то, что у нас по каналу. Вот, давно я ждал эту штуку, не знаю, насколько она будет в данном случае подходить, но я думаю, что она сработает, и что это как раз то, что мне нужно. Потому что, объясняю, вот смотрите, видите, как вот эта вот направляйка ходит с ласточкиным хвостом. И мне она понадобилась для чего? Это вот наш новый кормилец, это тот самый новый агрегат, при помощи которого я сейчас буду снимать видео. Это Nikon Z50 и объектив 50-100 от компании Sigma серии Art. Так вот, мало того, что вот при таких габаритах нужно держать этот агрегат в устойчивости, так еще тут и компания Nikon нам маленечко подговнила. В каком смысле? Аппарат шикарный, один из самых лучших в своем классе, но с задним зеркалом, конечно, для блогеров они учудили. Посмотрите, как оно вращается. Если ты снимаешь от первого лица, вопросов нет. Хочешь так, хочешь так. Но вот если ты занимаешься съемкой самого себя, любимого, то экран опускается только так. И когда ты это все в руках держишь, это уже неудобно, потому что посмотрите как. Хотя да, конечно же, можно палочку использовать, там штатив, и в принципе худо-бедно-то это все сработает. Но когда ты ставишь все это на штатив, у тебя получается сам штатив вот здесь вот загораживает все вот это, и ты вообще даже не видишь ни хрена, что ты там снимаешь.
И вот это вот очень грустно, и это очень плохо. Но вот благодаря такой планке, которую я вам только что показал, я думаю, удастся хоть маленечко сместить его в сторону. Ну и таким образом я смогу опустить зеркало и хотя бы видеть, что там. Если это не сработает, ну тогда буду подсоединять его к компьютеру, выводить изображение на комп и уже по компьютеру как-то ориентироваться, что, куда, как, почем, сколько. К сожалению, вот такие вот особенности. Но сам аппарат, ребята, чертовски нравится. Чертовски. Это не реклама, это констатация факта. Я на него уже поснимал несколько фотографий, уже сколько, 4 дня подряд. Снял несколько видосов. Первый по пандос он мне уже организовал, но об этом я расскажу, вернее уже, скорее всего, рассказал в другом видео, как он мне тут подставу такую организовал, что я чуть с дубу не рухнул. Но все, что не делается, все к лучшему. Машинка шикарная, и я думаю, что и канал, и компания Homelike Shaving заслужила такой агрегат, и теперь пускай он служит на доброе дело, вера и правда. А я вас буду баловать, радовать по мере возможностей, конечно, видео хорошего качества. Ну, вот как есть. И последняя штуковина, которая у нас там, это вот две вот такие караебочки. Но караебочки, ребята, непростые. Это попытка достигнуть за небольшие деньги консенсуса. Это из той серии, что и на дерево залезть, и ничего не поцарапать. В каком смысле? Тот свет, который есть на сегодняшний день, это лампы накаливания, обыкновенные, светодиодные, всякие разные. Но, к сожалению, CRI гарантировать я там не могу. И там, ну, как Бог на душу положит, как есть, так есть. Отсюда и освещение соответствующее. Эти же лампы, пускай они не мощные, пускай они всего 120 Вт, но тем не менее, они с нормальным цоколем E27. Плюс ко всему, они выдают диапазон от 3300 до 5700 по кельвинам, и CRI они держат в районе 93-95, как заявляет производитель. Ну и, конечно же, еще пульт дистанционного управления, которым можно будет так со стороны так тын-тын-тын-тын регулировать. Вот это все. Я хочу ставить свои вот эти вот софтбоксы. Ну и если вдруг это заработает, то это будет, ребята, здорово. Это будет просто шикарно. Потому что следующий шаг, если это вдруг не заработает, это только покупать нормальное студийное освещение. Пускай недорогое, пускай самое-самое такое, вот, ну как, ну не то чтобы дешманское, недорогое действительно. Потому что вот на сегодняшний день очень серьезная компания Aperture, она американо-китайская, выпускает очень достойное оборудование, но у нее очень много плюсов, конечно. Там и качество, и надежность, и бла-бла-бла. Но и охрененный минус. У нее конский ценник. А вот сейчас, вот, например, они выпустили одну линейку специально для блогеров или для тех, кто сидит в студии и никуда нос не высовывает, такую, знаете, облегченную свою версию. И вот там уже что-то более-менее приличное, пускай на 100 Вт, но в пределах 250 баксов можно взять. На 300 Вт там да, на 200 Вт там уже зашкаливает там за 3,5 сотни, по-моему, что ли. Так вот, если это сработает, вот на этом, ребята, моя душа и успокоится. А если не сработает, ну тогда придется думать за тот свет. Тот, конечно, с этим не сравнить, но это промежуточное такое решение. Посмотрим, как оно будет работать. Я прям сегодня испытаю. Если кому-то интересно, говорите. Обязательно расскажу, покажу видео, как это работает. Ну и в этой то же самое. Да? Да, точно такая же лампа. Вот на 2 софтбокса, на 2 софита мне и подойдет. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и самое главное, ребята, не сидите стаймя. Под лежачий камень вода не течет. Где-то там чуть-чуть пошевелиться, чуть-чуть шаг сделать, чуть-чуть мыслью шевельнуть, чуть-чуть руку приподнять, вот что-то там такое. И глядишь, разойдешься, и как попрешь, и как пруха тебе пойдет. И глядишь уже через год-два, через полгода, может быть через 5 лет, станешь каким-нибудь там таким важным перцем и будешь зарабатывать много денег. Но это все потом. А сейчас, если ты сидишь на жопе ровно, нифига не делаешь, а только смотришь всякие там телевизоры, говоришь, вон там говно, здесь говно, и вот здесь вот тоже смотришь. Короче, вся жизнь говно, ребят. Если так,
то вся жизнь говном и останется. Для того, чтобы ее изменить, чтобы коричневый цвет поменять на какой-то другой, более жизнерадостный, хоть персиковый, к примеру, нужно что-то сделать. Так вот, оторви жопу, встань и сделай. Ты не сделаешь, никто не сделает. Все, на этом разрешите попрощаться. Пока-пока.